Петр I, 1721 год. После победоносной Северной войны Россия провозглашается империей. Ингерманландия, Лифляндия – это часть современной Эстонии и Латвии, Эстляндия – часть Эстонии, Выборг, Карелы, Кексгольм, Приозерск. Вот эта часть Ленинградской области на север от Питера. Все эти земли на вечные времена переходят в собственность России. Русская армия занимает все побережье Западное Каспия и даже южное побережье Каспия. Появляется замечательная русская провинция под названием Новая Сербия. Холод, нехватка еды постоянной, очень тяжелые условия жизни создали выносливых, решительных и очень жестоких людей. Чукчи того времени – это такие вот викинги Крайнего Севера. Павел I – это вхождение Грузии в состав Российской империи. Так росла Россия во всех направлениях, что не можем мы не поклониться в ноги нашим великим предкам. Дорогие любители русской истории, добрый день. Сегодня мы продолжим лекцию о расширении России в XVIII, немного еще в XIX веке. Я не знал, как ее назвать. Это тоже имперская экспансия. Удачная, но не до конца осуществленная. Сегодня мы поговорим о тех проектах, которые могли бы быть русскими. О тех землях, которые сами хотели. На блюдечке с голубой каемочкой нам их преподносили. Но в силу разных причин мы от этих земель отказывались. Это лекция о той империи российской, которая могла бы быть, будь наши правители немного поавантюристичнее. Рассказывая о 17 веке, я не рассказал еще о одном интереснейшем макропроекте, который точно бы осуществился, если бы не заболел Петр Алексеевич Романов. Петр Великий не умер. Речь идет о Мадагаскаре. Огромный остров, богатейший. В 1723, 24, 5 годах чуть не стал российским. Какая тогда была на Мадагаскаре политическая ситуация? Остров захватили пираты. Самые настоящие, как из кино. Пираты Карибского моря. Из Карибского моря там постепенно их англичане вытесняли. Часть пиратов во главе с капитаном Морганом переехала на Мадагаскар. Не тот капитан Морган, который в многочисленных кино и который на этикетке бутылки с ромом. Хотя тот капитан Морган тоже был. Команда пиратов в 1694 году, это как раз у нас молодой Петр, основала на Мадагаскаре настоящую пиратскую республику. Республика Либертания. Республика свободы. Во Франции Великая Французская революция, свобода, равенство, братство. А у пиратов тоже, значит, либерте, эгалите и полное фратерните. Ну, только понятно, для своих. Для пиратов, не для местного африканского населения. Прошли годы, и в 1718 году из Мадагаскара, из Либертании в Европу, в Париж, прибывает глава этой республики, вот тот самый капитан Морган. Стал общаться с европейскими дворами, искать союзников, и союзника нашел одного. Наш старый знакомец по истории Петра I, шведский король Карл XII. Карл XII к тому времени как раз отправился от поражения под Полтавой, потом после Полтавы он провел длительный отпуск по лечению в Бендерах, во владениях турецкого султана. Потом ему стало скучно, он опять возобновил войну с Россией. Карл XII объявил, что капитан Морган назначается наместником Мадагаскара, ну это просто кино, от имени шведского короля Карла. А Мадагаскар таким образом попадает под шведский протекторат. Начали готовить поход шведского флота. Я напомню, что у шведов хороший, сильный военный флот на тот момент. Беда в том, что Карл XII погиб вскоре после этого, как раз там при осаде крепости. Помним всю эту историю, не буду пересказывать. Но взошедшая на трон сестра, а главное, в Швеции же не только монарх, но и элиты, интересы. Им эта идея понравилась, и они продолжили готовить колониальную экспедицию на Мадагаскар. О чем наши агенты тут же донесли Петру Алексеевичу. Петр I, взревновав,
распорядился готовить русскую экспедицию на Мадагаскар. Снарядили 2 больших военных корабля. Планы у Петра были наполеоновские. Он выдал капитану экспедиции, командиру, 2 письма секретных запечатанных. Первое письмо было адресовано главе Мадагаскара. Морган, Петр называл его высокопочтенный король и владетель острова Мадагаскара. То есть никакого шведского протектората он не признавал. Король Мадагаскара. Но Петр же не знал, сколько там этих пиратов, что они из себя представляют, какая сила. Поэтому политик уже, взрослый человек, со всем уважением. Суэцкого канала нет. В Индию плавали вокруг Африки. Поэтому Мадагаскар, по мысли Петра, отличная база для починки, оборудования, снабжения наших военных торговых кораблей, которые будут торговать с Индией. Вот какой размах. Дальше шли секретные инструкции капитану, что разобраться, оценить силы достопочтенного короля Моргана, ну и расширяться. Конечная цель – весь Мадагаскар взять под российскую корону. Второе письмо было адресовано ни много ни мало как самому главному великому моголу в Индию. Индия, опять же, тогда еще не вся британская. Поэтому предложение наладить взаимовыгодную торговлю с Россией. В 1723 году военные фрегаты вышли из русского города Ревель, кто забыл, это Таллин, попали в шторм, к несчастью, на Балтике. Флагманский корабль дал течь, развернулись, решили повторить все это дело с большими силами. Поступило Петру сообщение, что Морган умер. Якобы потом пришло сообщение, что вообще всю эту пиратскую республику разгромили. Плюс к этому какие-то внутренние дела, видимо, Петра отвлекли от организации повторной экспедиции на Мадагаскар. А дальше он заболел. К сожалению, ушел рано, в неполных 54 года. Но, зная характер нашего императора, мы можем не сомневаться, что проживи он еще лет 20. Вышел бы нормальный флот из Балтики, торговля с Индией морская была бы налажена, и основались бы наши фактории и в Австралии, и в Африке, и во многих-многих неизвестных далеких местах, потому что у Петра I была и сила, была и воля, была и сила воли. Мадагаскар стал в итоге французским. Кто из вас был в Крыму, в Воронцовском дворце? Там стоит глобус, сделанный в Англии где-то в начале 19 века. Вся Аляска и окрестности называются там по-простому, по-английски Russian America. Это есть часть Российской империи. Открыта была, то, о чем говорил вам в прошлой лекции, русская экспедиция на боте «Святой Гавриил», 1732 год. Потом Витус Беринг составил карты. Начали наши казаки, торговцы, промышленники, охотники, промысел. Самый ценный зверь, которого добывали на Аляске, это морской бобер. Шкурки стоили очень дорого. А первые русские оседлые поселения, первые европейские поселения на Аляске появились у промышленника Григория Шелихова, его жены. 1784 год, это еще при Екатерине. И вот 1799 создается российско-американская компания. То есть наш вариант частных государственных компаний, которые создавали большие державы для освоения заморских территорий. Как, например, Ост-Индская компания в Британии была, в Голландии и во Франции. Современным языком выражаясь, генеральный директор российско-американской компании по Аляске назывался главный управитель Русской Америки. Правление штаб-квартиры компании в Петербурге, но вот там, на востоке, главным был Александр Баранов. Из купцов, не дворянин. Занимался бизнесом. Потом организовал несколько экспедиций на Аляску. Активно продвигал идею освоения русской Аляски. И вот, когда, видимо, искали соответствующих людей в Петербурге, его и утвердили на должность главного правителя Русской Америки. Он основал там, на острове Ситка, форт Новоархангельск, перенес туда штаб-квартиру Русской Америки. Торговал, добывал, организовывал, строил больницы, строил поселения. Всего 60 поселений русских будет на территории Аляски. Были столкновения с индейцами, он даже орден получил за защиту русских поселений. Проложил дороги, положил начало местному судостроению, построил на Аляске медиплавильный завод, организовал добычу угля.
ушел в отставку в глубокой старости и известен был невероятной честностью. При сдаче дел все компанейское имущество, оно же не его личное, оно акционеров имущества. А в числе акционеров там царская семья, много авторитетных людей, та же семья Шелиховых, основатели, владела, по-моему, контрольным пакетом акций. Так вот, при сдаче дел все компанейское имущество, считавшееся налицо, найдено было не только в совершеннейшем порядке, но даже в количестве, превышавшем значащееся по описям. Ожидали найти имущество на 4 миллиона 800 тысяч рублей. Это невероятные суммы по тем временам. Ну, просто невероятно. Однако его обнаружилось на 7 миллионов. Все недоброжелатели, много лет распространявшие слухи, что Баранов слишком обогащается, навсегда прикусили языки. Такие были у нас генеральные директора. В 1824-25 годах, это когда восстание декабристов в это время, мы подписали договора о разграничении территорий с Великобританией и США. На всех международных картах появляется русская территория, русская Америка. Вот по этим разграниченным международными договорами картам к русским территориям относилась площади в Америке в объеме 1,5 миллиона квадратных километров. Количество служащих российско-американской компании, которые там работали все по контракту на Аляске, где-то около 1000 человек. Много смешанных браков, наши люди терпимые, там никакого снобизма не было. Многие женились на местных, алеутках, индианках. Много детей. Потом, когда Аляску продали, обнаружилось около 3000 детей только от смешанных браков. Всем им предложили уехать в Россию, дать российские паспорта. Кто-то уехал, кто-то остался. Многие алеуты принимали православие. А в момент продажи Аляски было там несколько десятков церквей и тысячи православных алеутов, говоривших на такой странной смеси русско-алеутского языка. Местное население под руководством русских колонизаторов злобных занималось охотой, жило по-старому, успешно торговало. От уплаты всех налогов было освобождено. Проблема была в том, что ничего не растет. Надо что-то есть. И поэтому для организации снабжения все время руководство российско-американской компании задумалось о том, где, в каких местах лучше покупать продукты. Даже организовывались разного рода экспедиции. И вот и первая русская кругосветная экспедиция под командованием Крузенштерна, Лисянского и, кстати, Рязанова, тот самый Рязанов из «Юнона и Авось», да. Вот эта кругосветная экспедиция, она тоже финансировалась, хотя шла по указу императора, но основное финансирование было из бюджета российско-американской компании, потому что они были интересантами. Поскольку я упомянул «Юнону и Авось» Рязанова, давайте несколько слов об этом. Замечательную рок-оперу Алексея Рыбникова на стихи Вознесенского. Невозможно достать было билет в советские годы. Никаким образом. «Юнона и Авось» — что это такое? Что означают эти два слова? Это название русских кораблей. Юнона – древнеримская богиня семьи, материнства, такое главное женское божество. Авось – это авось, это русский фразеологизм. Накося, выкуси, авось да небось, вот авось. Как-то в шутку так корабль назвали. В сумме получается, конечно, эклектика полная. Римская богиня и авось. Юнону Рязанов купил у какого-то американского торговца. Торговое судно, правда, пушки были на нем, для самозащиты. Авось вообще небольшое судно, тоже небольшой торговый корабль. Командиром этой микрофлотилии был Николай Рязанов. Моряк, предприниматель, образованный человек, знал, как полагается образованному дворянину, свободно 5 иностранных языков. Служил, как бы сейчас сказали, в администрации президента. Он работал управляющим канцелярией Гаврилы Державина, который не только наш выдающийся поэт, но в тот момент Гаврила Державин был статс-секретарем Екатерины. Рязанов работал руководителем аппарата у руководителя секретариата императрицы. Потом был направлен в Иркутск в командировку. Там познакомился с дочерью того самого Шелихова, купца-промышленника, который основал, собственно, первые поселения на Аляске. Поженились, всячески поддерживал, лоббировал идею создания российско-американской компании. И указом Александра этот инициативный товарищ был назначен как раз руководителем кругосветной экспедиции вместе с Крузенштерном и
Лисянским. Прибыл он на Аляску, увидел, насколько там проблемы с продовольственным снабжением, купил эти судна «Юнона» и «Авось» и решил отправиться по побережью Америки вниз, в богатые южные земли, прибыл в итоге в Сан-Франциско. Задача была установить торговые отношения с испанцами. Я не оговорился, потому что и Сан-Франциско, и Калифорния, и все, что вокруг, и Техас, это все были испанские земли. Рязанов всех покорил испанцев, и коменданта Сан-Франциско, и дочь коменданта Сан-Франциско, Марию, которая в рукопере зовется у нас Кончитой. У нее там длинное испанское имя. Любовь. Ей 15, по тем временам, да еще южный климат, взрослая девушка. Ему 42, он уже вдовец. Любимая жена умерла. Дальше все описано в рукопере. Вступить в брак они не могут. Он православный, она католичка. Требуется разрешение римского папы и разрешение императора. Представьте, добраться от Сан-Франциско до Петербурга для начала. В Сибири, в районе Красноярска, Рязанов тяжело заболел и умер. Все деловые вопросы Рязанов в Калифорнии решил. Разобрался с поставками продовольствия, договорился с испанцами, договорился о строительстве там русского форта. Тот самый знаменитый форт Росс. Он был основан уже другими русскими помощниками Баранова, но это, собственно, идея была Рязанова. В заливе Румянцева, да, залив носил такое имя в честь министра иностранных дел, тоже акционер российско-американской компании. Это известное место в Америке. Там, кстати, в этом заливе Румянцева снимался фильм Хичкока «Птицы», поэтому пересмотрите бессмертную классику хоррора, вы увидите вот все эти виды залива Румянцева и форта Росс. Кому и когда пришла идея, и зачем пришла идея продать форт Росс со всеми окрестными русскими владениями, честно говоря, ума не приложу. Земля эта сначала была испанская, потом мексиканская, потом США эту землю отвоевали у Мексики. И вот спустя 30 лет какому-то Саттеру, гражданину США, вся эта собственность была продана российско-американской компанией за 30 тысяч пиастров. 30 тысяч пиастров – это примерно 40 тысяч рублей. Жалование Александра Сергеевича Пушкина, который числился по архивам в Министерстве иностранных дел, составляло 5 тысяч рублей в год. То есть, вот, соответственно, все владения были проданы примерно за 8-9 лет годового жалования одного мидовского чиновника Александра Пушкина. Затем, по инициативе великого нашего демократа, реформатора, великого князя Константина Николаевича, брата Александра II, после Крымской войны стали обсуждаться планы продажи Аляски. Мол, далеко, содержать нерентабельно, надо датировать. Пушного зверя там добывается мало, население там небольшое. Если на нас нападут англичане, мы удержать Аляску не сможем. Кстати, бы англичане напали на Аляску, это третий вопрос. Дурная, сумасшедшая идея продажи Аляски всех так возбудила в Петербурге. У нее образовалось так много сторонников. Даже наш министр иностранных дел, хваленый, считающийся лучшим министром, действительно был выдающийся дипломат, Горчаков, тоже заболел этой идеей, тоже активно лоббировал идею продажи Аляски. Ну, в конце концов, со всех сторон на Александра II надавили, и он принял глубоко неверное решение. Аляска была продана за 7 миллионов 200 тысяч долларов, из которых, как считается, 200 тысяч еще ушло на организацию пиар-компании и всякие мелкие подношения американским сенаторам, которые, как ни странно, не очень хотели покупать Аляску. Уж тоже не понимали, зачем. Это уже были небольшие деньги, уже инфляция для второй половины XIX века, поэтому на все эти средства была построена часть небольшая Московско-Рязанской железной дороги. Если вы едете на электричке в Рязань, знайте, рельсы, шпалы, вырученные с продажи русской земли площадью 1 миллион 500 тысяч квадратных километров, а спустя несколько лет на Аляске найдут бесконечные запасы золота, а потом нефти, а потом газа. Американцы даже какое-то время не будут понимать, в каком статусе надо содержать Аляску. Это была особая федеральная территория, но когда после Второй мировой войны в эпоху маккартизма и охоты на ведьм ФБР вдруг обнаружит среди местных алеутов
просоветские, прокоммунистические настроения, и будут писаться доклады в Белый дом, что на Аляске возможно существование тайных алеутских организаций, которые поддерживают коммунистов и хотят воссоединения в рамках Красной Советской империи, вот только тогда, в 1950-х где-то годах, Аляске наконец-то дадут полноценные права американского штата. Вернуть взад землицу Алясочку нельзя, ну, разве что вспомнить одну маленькую юридическую закогулину. Российская Федерация взяла на себя все долги и обязательства Советского Союза, выступив таким образом полным правопреемником Советского Союза. Но вот советская Россия никогда не считала себя правопреемником Российской империи. Поэтому пусть поспорят юристы, но если большевистская Россия и, соответственно, Советский Союз отказался признавать все сделки царского режима, то, может быть, таким образом он и не признает сделку по продаже Аляски. А Российская Федерация, являясь правопреемником СССР, наследует все признания и непризнания. Нет, стоп. Шутка. Фантазируйте дальше сами. Разного рода историко-приключенческой литературе история с русскими Гавайями называется исключительно гавайской авантюрой. Честно говоря, я не понимаю, почему авантюра. Если это гавайская авантюра, то у нас была еще сибирская авантюра, крымская авантюра и даже петербургская авантюра. Строить столицу империи на территории юридически чужого государства Швеции – это разве не авантюра? Авантюра, но она Петру удалась. А вот с Гавайями не сложилось. На Гавайях мы появились тоже в результате деятельности российско-американской компании, которая искала место, где покупать подешевле продукты для снабжения русской Америки. Открыли Гавайи не мы, в отличие от Аляски и в какой-то степени Курил. Гавайи – это не мы, это тот самый Джеймс Кук, которого съели аборигены. И на Гавайских островах было два формально независимых королевства. Королевство Северных Гавайев, королевство Южных Гавайев. В 1804 году, во время как раз того самого кругосветного плавания Крузенштерна, Лисянского и нашего героя Рязанова, русские высадились на Гавайях. Подружились с местным царем, подарили ему перочинные ножики и байковое одеяло. Одеяло байковое наше походное, солдатское, произвело почему-то на гавайского царя неизгладимое впечатление. Он проникся глубоким уважением к русским морякам и сказал, что вот если ему дадут побольше еще железа, а железо ему нужно, там, опять же, ножи и копья, чтобы воевать с южным гавайским королем, то, может быть, он согласится стать подданным Российской империи. Ну так, в форме автономного протектората. И возник проект создания гавайской сельхозколонии. Для этого надо было отправить туда поселенцев, человек 30-40, и пушку. Потому что если строить форт, острожек, обязательно должна быть хотя бы одна пушка. Но все затормозилось. Война с Наполеоном, Рязанов, Сан-Франциско, умер, другие проблемы. Однако Наполеона мы победили. И в 1815 году у берегов острова случайно разбился наш торговый корабль, который плыл как раз в Гавайи, какие-то там закупать фрукты по поручению правителя Русской Америки Баранова. Весь этот груз с нашего корабля был выброшен на берег, ну, естественно, его местные аборигены растащили по хижинам, прикарманили. Баранов человек хозяйственный. Он снарядил на Гавайи своего помощника, доктора Шеффера, не доктор права, а именно доктор, врач, медик, который ему поручалось провести переговоры с королем Гавайских островов, чтобы возместить нам ущерб за разграбленные судна. Кто такой был доктор Шеффер? Барон Шеффер Егор Николаевич. Ну, конечно, никакой не Егор Николаевич. Имя у него было немецкое. Это в нашей вариации Егор Николаевич был как раз из тех самых немцев, которые приняли подданство российское и прекрасно себя жили в России, в Москве, занимались медицинской практикой, но во время пожара наполеоновского 1812 года в Москве у него сгорел дом, сгорело все имущество, доктор остался ни с чем,
И вот он нанялся работать в российско-американскую компанию, и спустя какое-то время оказался на Аляске. Чем-то понравился Баранову, видимо, он почуял в нем авантюрную жилку. Шефер, получив от Баранова серебряную медаль, чтобы подарить ее гавайскому королю, как ценный подарок, прибыл на Гавайи. Выяснилось, что за эти годы много чего на Гавайях изменилось. Там уже побывали не только англичане, но и американцы. Поэтому ни о каком союзе речи уже не шло. Уже свою ценность король Гавайев понимал. Но Шефер там поселился, запросил помощи, чтобы ему русские что-нибудь еще прислали, корабль побольше, товар, команду. А тем временем, поселившись на Гавайях, построил домик, рассадил табак, кукурузу, дыни, арбузы, тыквы и всяческие полезные растения, угощал ими короля, а самое главное, лечил его от болезни сердца, все описано в воспоминаниях, а королеву от жестокой лихорадки, тем самым, видимо, завоевав у гавайцев немалое уважение. Наконец, из Русской Америки прибыл корабль с подмогой, небольшой, правда. Экипаж главным образом состоял из нанятых матросов, в основном англичан, американцев, испанцев, уж я там не знаю кого, не русских. Прибыл корабль с хорошим названием «Открытие». Шефер расправил плечи и приступил к большим международным переговорам. Я не понимаю, как это возможно, но Шефер не просто уговорил гавайского короля возобновить отношения дипломатические с Россией, но в торжественной обстановке король попросил его, подписав соответствующие бумаги, в кавычки, «Его Величество, государя-императора Александра Павловича, прошу принять помянутые острова под свое покровительство и обещаю навсегда быть верным российскому скипетру». Ну, все. На правах субъекта федерации. Но он предоставляет российско-американской компании полную монополию на торговлю, то есть вся торговля только через РАК. В Петербург тут же отправляется секретная депеша: срочно присылайте нормальный военный фрегат. Делаем здесь гарнизон, крепости, пушки, казаков, Гавайи, новая провинция Российской империи. Шефер даже умудрился заложить 3 крепости, назвав их Александровская, Елизаветинская и крепость имени Барклая де Толли. Ну, то есть с пониманием. Ну, вот тут началось какое-то торможение. Баранов, по идее, мог все это профинансировать сам. Но, видимо, решил, что это слишком большая авантюра. Запросил дополнительных полномочий из Петербурга. Сколько идет почта в Петербург, помните, да? Если очень сильно торопиться, то это полгода. Но так не бывает, вообще дольше. В Петербурге узнали о происходящем из английских газет. Уж я не знаю, как об этом первые узнали англичане, но в английских газетах опубликовали, что русские захватили Гавайи. И вообще, как писала «Таймс», скоро мы обнаружим эту русскую нацию с ее славным и активным правительством не только на Гавайях, но и во всех частях света. Появились американцы, напугали сначала короля Южного, потом короля Северного. Ну что тут сидит этот Шефер с микрокомандой какой-то, микросудно. Сейчас США пришлют военный флот, прибудут авианосцы, короля свергнут, посадят в тюрьму. Поэтому срочно русских изгоняйте. Тем временем наш доблестный МИД, узнав из лондонских газет о желании Гавайев присоединиться к Российской империи, стал размышлять и формировать мнение. Мнение формировали главным образом 2 крупных мидовца. Это, собственно, сам министр иностранных дел Карл Нессельроде, к тому моменту так и не выучивший русский язык, и наш посол в Лондоне. Вот как-то они вдвоем спелись и внушили тогда еще Александру Первому, что, кавычки, дипломатическая переписка, приобретение сих островов и добровольное их поступление в покровительство государя-императора не только не может принести России никакой существенной пользы, но, напротив, в обоих отношениях сопряжено с весьма важными неудобствами. Иноагент, другого не скажешь. Неужели не мог реакционный царизм разобраться? Это же не Аляска, это же благодатнейшая, счастливейшая земля, которая сама тебе отдается, без единого выстрела, без ничего. Но вот как могло случиться, что Александр, умнейший человек, отказался от приобретения жемчужины Тихоокеанской, просто падающей в руки России? Непонятно. Может быть, это стремление Александра к выдуманному ему иллюзорному желанию сохранять действующие границы, Венский конгресс, легитимизм,
мы должны быть верны международным обязательствам, международному праву. Ну, в общем-то, открыли Гавайи англичане, но как-то нехорошо у них отбирать, все-таки у них право первооткрывателей. Шефлер продолжал писать письма, а мы ничего не делали. В итоге его с Гавайев выгнали. Добрался до Петербурга, просился на прием к Александру Первому, хотел лично объяснить. Император не принял. Писал записки в МИД. Встречался с кем мог, говорил: дайте мне просто 2 корабля небольших военных, и я верну Гавайи. Правительство не отреагировало. Потом уже раскачалась американская компания. Да, вот мы тут посчитали, все-таки с экономической точки зрения, такие вкусные дешевые фрукты на Гавайях. Пока все переписывались по полгода в одну сторону, США уже направили в Гавайи своих и миссионеров, и военных моряков, и даже официального американского консула. И с 1820 года Гавайи постепенно становятся американскими. Ну, просто стыдно, честное слово. Теперь, дорогие друзья, переходим к одному из самых необычных эпизодов в попытке географического саморасширения России. Так называемая эфиопская или сомалийская авантюра. В 1889 году в Абиссинию, современная Эфиопия, но границ нет. Чья это земля, непонятно. Вот там высаживается пензенский мещанин Николай Ашинов. Вместе с ним команда из терских казаков. 150 человек. Терское казачье войско возникало снизу, самопроизвольно, параллельно с Донским, Запорожским, в районе Ставропольского края, Северного Кавказа, еще во времена Ивана Грозного. Часть поселилась в устье реки Терек, основали там крепости известные, Кизляр и Моздок. Ну и потом территория Терской области, так называемое Терского казачьего войска, часть современного Ставропольского края, Кабардино-Балкария, часть Осетии, некоторая часть Чечни, Ингушетии и даже Дагестана. Там были казачьи поселения, которые жили бок о бок с горцами, как-то уживались. Но, как вы понимаете, это были ребята боевые, тертые. Простые там не выживали. И вот 150 терских казаков вместе с пензенским горожанином Николаем Ашимовым захвачивают старый брошенный египетский форт на берегу моря и создают там колонию. Крепость они называют ни много ни мало Новая Москва. Привет Сергею Семеновичу Собянину. Теперь внимание. Где находится Новая Москва? Новая русская колония. На ничейной земле. Она находится прямо напротив самого узкого пролива выхода из Красного моря в Индийский океан. С другой стороны, там сейчас небезызвестные хуситы терроризируют всю мировую морскую торговлю. Стратегически важное место. С противоположной стороны с африканского континента и находилась Новая Москва. То есть место для военно-морской базы, которая поставит под контроль половину морской торговли сразу, при умелом, конечно, менеджменте, было выбрано пензенским горожанином идеально. Территория на 50 верст вдоль берега, а также на 100 верст вглубь берега объявляется российской. В это время земля-то вроде ничья, но некоторые великие державы теоретически считают ее своей. В числе этих великих держав приоритет у Франции, поскольку она виртуально полагает, что все это ее колония, хотя она ничего не контролирует. Потом будет французская небольшая колония впоследствии неподалеку. Тем не менее, французы посылают к Аршинову делегацию. К нему прибывает французский офицер и требует убраться. Терские казаки посылают французских представителей понятной русской традиционной лексикой куда подальше. Французы разводят руками и вступают в дипломатическую переписку между Парижем и Россией. Тут дошло дело до императора Александра III, нашего горячо любимого, и он прокололся. Ради отношений с Францией сообщил, что это авантюра казачья. Прямо все в лексике Ивана Грозного. Тати, мы их не контролируем, сами по себе, разбойники, сами с ними разбирайтесь. Большая внешнеполитическая ошибка, потому что на самом деле Александр III не мог не понимать, что французы были настолько заинтересованы в союзе с Россией,
Они настолько боялись растущей мощи Германской империи, им так нужны были русские штыки и Русский Союз, что, конечно, поступились бы они все этой территории 50 и 500 верст направо и налево, ну, тем более, что, ну, честно говоря, ничего французского в этой пустынной тогда земле не было. Получив карт-бланш на выдворение Ашинова с его командой, как полагается, как сейчас делают американцы, французы присылают флот военно-морской и объявляют ультиматум с требованием покинуть территорию. Ультиматум принят не был, потому что предъявили его письменно на французском языке. Ну, никто из казаков французского не знал, поэтому они эту бумажку просто выкинули. Начался обстрел, полноценный обстрел с военных кораблей форта. Ашинов понял, что сражаться казаками с винтовками, шашками против броненосных кораблей невозможно. Форт был сдан. Вскоре за оставшимися в живых поселенцами прибыл русский корабль МЧС под названием «Забияка». Символично все это звучало. Забрал он Забияку Ашинова, друзей его, доставил их в Россию. Пара десятков казаков возвращаться в Россию не захотела. Они вступили в армию по соседству эфиопского императора. Правитель Эфиопии, Абиссинии, именно так сам себя титуловал, создали в эфиопской армии просто образцовую воинскую часть. Каждый из наших терских казаков там стал офицером. Получил в командование по сотне другой местных эфиопов. Обучили их военному делу настоящим образом. И это была самая сильная и боеспособная часть на африканском континенте. Впоследствии, когда началась очередная война между Эфиопией, Абиссинией и Италией, итальянцы постоянно пытались захватить Эфиопию. Итальянские части, которые оказались в столкновении именно вот с этими эфиопско-казачьими, были на голову разбиты. И казак, командовавший этим полком или бригадой эфиопской, что-то подобие нашего казачьего французского легиона, только все солдаты, опять же, местные, наши только офицеры. Этот главный наш атаман получил звание, по-моему, маршала или генералиссимуса. По прибытии в Россию Забияка Ашинов был сослан на 3 года в отдаленный уезд Саратовской области, от греха подальше, в глушь, в Саратов. Но и там он не усидел. Из этой ссылки без особого надзора сбежал, поселился в Европе и стал оттуда слать царю письма с предложениями по освоению африканских земель. «Дайте мне 100-другую казачков и пару кораблей, и Африка будет наша». По крайней мере, самые важные стратегические точки. В этом Ашинов явно разбирался. Увы, официальный Петербург все эти письма игнорировал, до царя они не доходили, к дуракам они попадали. И когда я читаю про авантюриста Ашинова, хочу вам сказать, никакой он был не авантюрист. Прав был Гумилев. Пассионарий. Как будто вселился в этого пензенского мещанина дух Ермака или Семена Дежнева, какого-то русского конкистадора. Поддерживать надо таких людей, поддерживать, а не отталкивать. Следующая история, наверное, заключительная в нашем сегодняшнем рассказе. Как не стал российским второй по величине остров в мире – Папуа, Новая Гвинея. И рассказ наш о несостоявшемся освоении второго по величине острова в мире будет похож просто на какую-то сказку. Главным героем этой сказки будет выдающийся русский ученый, настоящий ученый. Наверное, самый выдающийся этнограф в истории нашей страны Николай Николаевич Миклуха-Маклай, живший недолгую очень жизнь. Род его происходил из казаков. Опять же, вот эта свободная, авантюрная, ничего не боящаяся жилка. Настоящая фамилия его Миклуха. Когда он учился в университете в Германии, то свои публикации, научные статьи он подписывал Маклай. Это был псевдоним, иногда фон Маклай. Псевдоним соединился с фамилией, и в истории он остался как Миклуха-Маклай. Практически Ульянов Ленина. Вспомнил старый советский анекдот, не очень политкорректно, наверное, по современным меркам. Лондон. Двухэтажный автобус, даблдекер. Заходит англичанин
Вся нижняя палуба одни арабы, индусы, чернокожие, в общем, коренных англичан не особо. Как-то ему там не очень ловко. Поднимается на второй этаж, весь второй этаж верхний. Англичане, индусы, арабы. Ну, в общем, во многом, как сейчас в Лондоне и во многих европейских городах. Мы интернационалисты, ну, это просто анекдот. И, наконец, где-то там на последнем ряду видит европейского внешности мужчину, белое лицо, читающего «Таймс», подходит к нему спешно, приподнимает цилиндр и говорит: «Мистер Миклуха Маклай», если я не ошибаюсь. Ну вот, Миклуха Маклай был единственным белым на протяжении нескольких лет, наверное, поселенцем на огромном острове, заселенном папуасами. Папуасы – это не просто какие-то туземцы, это официальное название этнографическое большой группы племен, жителей Австралии и окрестностей. Никогда ни один ученый не поселялся на долгое время в чужом враждебном окружении. Ну, просто это опасно для жизни, да и как там выжить? И вот Миклуха Маклай предпринял невиданный эксперимент. Он решил поселиться один. Сначала было с ним еще 2 помощника, но они оба потом отпали. Организовали экспедицию под эгидой Русского географического общества при поддержке императорской фамилии. Дали денег на дорогу, снаряжение. Великая княжна Елена Павловна, основавшая в годы Крымской войны будущий Красный Крест, организация сестер милосердия, она много давала средств личных на разного рода благородные миссии. Как писал о своем первом визите тогда Миклуха Маклай: «Ввиду того, что я не мог сказать заранее, как долго мне придется прожить там, так как это будет зависеть от местной лихорадки, от нравов туземцев, я принял предосторожность запастись несколькими медными цилиндрами для манускриптов разного рода, дневников, заметок, которые могут пролежать зарытыми в землю несколько лет. Я был бы поэтому очень благодарен, если бы можно было устроить таким образом, чтобы судно русское военное зашло через несколько лет в то место Новой Гвинеи, где я останусь, с тем, чтобы, если меня уже не будет в живых, мои рукописи в цилиндрах были вырыты и пересланы в Императорское географическое общество». Ну, то есть ехал, на самом деле, почти на смерть, не особо надеясь, что удастся выжить. Ученый оказался среди людей каменного века. Они отнеслись поначалу к странному пришельцу как к некому сверхъестественному существу. Предлагали поначалу нашему ученому, знаками, убираться восвояси, угрожали его убить, растерзать, разрезать, сжечь. Путешественник не реагировал на их действия, не проявлял агрессии, всюду ходил без оружия. Однажды, чтобы убедить местных жителей в своих мирных намерениях, пришел в деревню, принес с собой циновку, такой плетеный настил, демонстративно посреди деревни лег и уснул. Вот крепкие были нервы. Открыв глаза, увидел вокруг себя несколько папуасов, которые смотрели на него уже не столько со злобой, сколько с большим удивлением. В конце концов, Миклуха Маклай был принят папуасами, но принят с особым статусом, как предок, вернувшийся из потустороннего мира, из мира мертвых и духов, как существо сверхъестественное. Он писал в своих дневниках, что, определив таким образом место Миклуха Маклая в этом мире, туземцы стали приходить к нему с конкретными просьбами. Например, изменить погоду, поменять направление ветра, вызвать дождь. За время нескольких потом последующих экспедиций, в общей сложности 3 года, он уже и лечил больных, и привез папуасам первые железные орудия, топоры, привез им семена новых растений, которые стали там возделывать, саженцы деревьев, потом, позднее, даже бычка и корову. Этого тоже в изолированном обществе Папуа-Новой Гвинеи не было. Постепенно в языке папуасов появились и по сей день существуют русские слова: топор, кукуруза, арбуз. А кроме того, к местным названиям некоторых культурных растений, привезенных русским ученым, теперь добавляют его имя. Огурец – Дигли Маклай, тыква – Валю Маклай и так далее. Концепция, которая существовала в этнографической науке XIX века, ставила папуасов не на место людей. Превалировало мнение, что это какая-то переходная форма между обезьяной, страшно сказать, и человеком. Это тупиковое развитие. Вбок. Маклай, который
понял этот народ, по-своему стал уважать их традиции и культуру, оказался, в конце концов, единственным человеком в мире, который с научной точки зрения обосновал, что это все полный абсурд. Это российские теории. Образ жизни папуасов, он определялся просто их долговременной, на протяжении многих десятков тысяч лет, полной изоляции от внешнего мира, достаточно комфортным климатом, невозможностью обмениваться знаниями, технологиями с другими территориями. Это оказался такой изолированный мир, затерянный, забытая земля. Со временем русский ученый стал легендой, мифом. В качестве обожествленного героя он превратился сам в одно из местных божеств. Был учрежден День этнографа в нашем научном сообществе. Этот день совпадает с днем рождения Николая Николаевича Миклухо-Маклая, поскольку научное наследие Миклухо-Маклая является эталоном во всем мире, как образец научного подхода, уважения к традициям и культурам самых разных и далеких народов. Усилиями Миклухо-Маклая эта огромная территория чуть не обрела статус российского протектората, части Российской империи. Миклухо-Маклай был искренним сторонником присоединения Новой Гвинеи к России. Причем не из каких-то экономических соображений, там экономики-то, как мы сейчас поймем с вами, не было, а из гуманитарных соображений. Он считал, что как только там появятся европейские колонизаторы со своими российскими представлениями, как учили они в университетах, что папуасы – это вообще не люди, это все очень плохо закончится для местных жителей. Миклухо-Маклай полагал, что под скипетром России, исторически очень терпимо относящийся ко всем видам иноверцев, к разным племенам, ну, вы знаете, это особенность нашей страны, нашей культуры, терпимость к любым народам, главное преимущество нашей страны. Он полагал, что под скипетром империи его новым друзьям, папуасам, будет, несомненно, лучше, чем оказаться колонией любой из европейских стран. Русское правительство на просьбы его не реагировало. Считалось, что отдаленность этой территории, отсутствие связи с русскими интересами не предполагает ее колонизации. В конце концов, когда Миклухо-Маклай в очередной раз в 1882 году вернулся в Петербург, он с энергией, объяснениями стал ходить по разным кабинетам властным, докладывать свою идею, что вот огромная, пустая, ничья земля, заселенная мирными, добрыми людьми. Эту землю надо взять под свою защиту, поднять там российский флаг, построить базу. В конце концов, добился встречи с самим императором Александром III. Александр III выслушал, идею в целом одобрил и дал команду готовить секретную морскую экспедицию, как писали тогда, для изыскания новых морских станций в Тихом океане. Капитаны 2 кораблей Тихоокеанской эскадры отправились вместе с Миклухо-Маклаем к островам Тихого океана. Ну вот, казалось бы, все. Мы в одном шаге от получения большой новой заморской территории. Ну вот что интересно писал командир одного из боевых кораблей своей жене в частном письме по поводу Миклухо-Маклая, с которым вместе вплыл в Новую Гвинею. Кавычки. «Мне не верится, что такой маленький и слабенький человек мог бы делать такие дела. Он говорит на 12 языках. Настоящий ученый. В России, Англии, Франции, Германии он познакомился и в некоторых случаях подружился со всеми современными знаменитостями. Думая найти дикаря, убежавшего от людей на Новую Гвинею, я встретил человека, у которого теперь учусь светкости и общительности. В здешних колониях различных государств он приятель со всеми генерал-губернаторами, всеми вице-королями и магараджами, весьма строгой нравственности, серьезных правил и вообще это во всех отношениях выдающийся человек». Однако столь лестная характеристика Миклухо-Маклая, тем не менее, не помогла. В 1883 году корвет подошел к Новой Гвинее и встал там на якорь в гавани. Гавань носила имя на картах великого князя Константина. Вообще в Новой Гвинее Миклухо-Маклай дал десятки русских географических названий, которые долгое время существовали на всех мировых картах. И вот по итогам посещения острова офицерами был составлен следующий рапорт своему начальству. «Ни один из посещенных мной пунктов не представляет вообще удобств для устройства в них угольных складов. Это время пароходов,
чтобы можно было дозаправляться, как сейчас сказали бы. Накопленные в этих местах запасы для флота потребуют охраны, даже в мирное время. От крайне безнравственных шкиперов европейских коммерческих судов в этих водах плавающих. В военное же время по дальности расстояния оно будет стоить дороже обороняемого. Болезненность и смертность между людьми здесь поселенными будут чрезвычайно большие. Основывать здесь государственную колонию смысла нет, но капитан посчитал полезным устройство частной фактории. В общем, надо разрешить нашим русским предпринимателям, пусть они сами здесь селятся, а когда они сами за свой счет здесь что-то разовьют, тогда, может быть, спустя несколько лет правительству и стоит их взять под протекторат. Ну, вот это наша ошибочная частая идея. Пусть бизнес как-нибудь сам. Бизнес не всегда как-нибудь сам развивает новые рисковые направления. Здесь действительно нужна политическая воля. Так что вот мы тогда в очередной раз повторили ту же самую, можно сказать, управленческо-географическую ошибку. Управляющий дальше морским министерством, которому поступил этот рапорт, позицию еще более ужесточил. Не надо и бизнесу туда никакому ехать. И доложил уже императору, мол, у нас есть Владивосток, этого достаточно, там с угольными складами все нормально, ничего большего России не нужно. Миклуха Маклай, ожидая принятия решения, отплыл на некоторое время в Австралию. И вот в это время не прошло и года, как там высадился немецкий военный десант. Миклуха Маклай, узнав об этом, тут же написал телеграмму Александру Третьему. Принужденный несправедливым захватом Германии берега Маклая, с моего берега, в Новой Гвинее, я послал сегодня утром телеграмму князю Бисмарку в Берлин. Бисмарк он тоже прекрасно знал. Заявляя, что туземцы этого берега отвергают германскую аннексию. Всепокорнейше прошу вас в даровании туземцам берега Маклая нашего российского покровительства. Январь 1785 года. Далее Миклуха Маклай решает действовать сам. Пока там правительство раскочегарится, откроет собственную колонию в Папуа-Новой Гвинее и объявляет через газеты набор добровольцев. Кто хочет за свой счет приплыть в Новую Гвинею, он все организует, даст землю, договорится с папуасами, они выделят бесплатные участки, торговля, климат. Давайте, рискните. Вы не поверите, но набралось почти 2000 добровольцев-охотников, которые под флагом Маклая готовы были переехать в Новую Гвинею и основать там русский город. Миклуха пишет новое письмо Александру Третьему. Кавычки. «Осмеливаюсь всеподданнейше просить Ваше Величество, всемилостивейшее, разрешить мне основать русскую колонию на берегу Маклая, где русский флаг был поднят уже 15 лет тому назад». Но для рассмотрения и этой инициативы был создан специальный комитет. Решение чиновники приняли отрицательное. Император поначалу решение не утвердил и отправил на согласование в различные министерства. Но и второе решение комитета тоже было отрицательным. Военные корабли не посылать, Папуа-Новую Гвинею под русский флаг не брать, Миклухе с тысячами русских подданных, которые сами желают туда переселиться, выезд не соизволять. «Считаю это дело конченным», звучала резолюция Александра Третьего, Миклуха Маклаю отказать. Через 2 года, в совсем молодом возрасте, по современным меркам, Миклуха Маклай скончался. Вот вся эта дипломатия. Что у Александра Первого с англичанами, с Гавайями, что у Александра Второго с американцами на Аляске, что у Александра Третьего с французами в Сомали и с немцами в Папуа-Новой Гвинее. Жалко, честно говоря, что не было в тот момент во главе нашего государства людей с амбициями все-таки правителей XVIII века. Петра Первого или Екатерины. Петр точно бы в силу своей энергии и желания брать все вокруг, что можно, все это взял под имперскую руку исключительно из амбиций. Екатерина взяла бы из расчета, понимала бы, что не возьму я, как в случаях с разделами Речи Посполитой, заберут конкуренты. Даже ее сын Павел I, он тоже, скорее бы всего, поддержал и гавайскую авантюру, и сомалийскую, потому что он был романтик. Ему бы сказали, что надо спасать мир, что дело истинных рыцарей помогать нашим
младшим братьям, папуасам, ну или там эфиопам. Да и вообще гавайские короли приличные люди, как их можно бросить на произвол судьбы? Если бы получилось, точно бы всем местным жителям от этого бы стало сильно лучше. И росли бы они численно, культурно и экономически, так же, как прекрасно под скипетром Российской империи росли многие народы. Ну, например, те же самые наши братья-христиане, грузины. Или финны, лютеране. Ну, о финнах я расскажу вам в следующий раз. Спасибо вам за любовь к русской истории. Это был рассказ о том, как расширялась, росла наша страна в XVIII веке, ну и что у нее немного не получилось в плане расширения в веке XIX. До следующей встречи.